Что вы представляете, когда слышите слово «Англия»? Король, чай с молоком, красная телефонная будка, дождь, может, Биг Бен. Ну и, конечно, футбол. Чуть больше недели назад произошло очень важное событие, которое показывает место футбола в этом списке. Правительство Великобритании экстренно за 48 часов изменило закон. Парламент проголосовал в пятницу за то, чтобы пабы могли работать до 5 утра в понедельник. Причина была в матче Англии против Мексики, который начинался в час ночи по местному времени. Этот закон даже назвали «лебединой песней» премьер-министра, который потом подал в отставку. Даже если вы никогда не смотрели ни одного футбольного матча, я советую вам досмотреть это видео. Потому что сегодня через футбол я расскажу о национальном характере британцев, о классовой системе. Ну и самое главное, мы с вами попробуем ответить на вопрос, почему самая футбольная страна в мире, которая вообще-то этот вид спорта придумала, уже 60 лет не может выиграть чемпионат мира. Да, футбол – это британское изобретение. Первое официальное правило написано в Лондоне, кстати, в пабе в 1863 году. И этому есть простое объяснение, просто посмотрите вокруг. Британия – это страна зеленых лужаек. Мягкий климат, трава растет круглый год, играть можно и в декабре, и в июле. Природа просто сама здесь создала идеальные условия для игры на траве. И с самого начала это была игра рабочего класса. Фабричные рабочие играли по воскресеньям в свой единственный выходной. Первые клубы создавались при заводах, доках и церквях. Миллволл – клуб докеров, например. Уэст-Хэм – клуб рабочих судоверфи. Отсюда, кстати, эмблема – 2 молотка. Арсенал – клуб рабочих оружейного завода. Отсюда и название. Аристократия в это время играла в крикет, поло и регби. Футбол был игрой для бедных, для низших классов. Их игра, их культура и их идентичность. И сейчас будет главный парадокс. Давайте вдумаемся. Англия – это страна, которая изобрела футбол. Именно в Англии играет самая дорогая и богатая лига на всей планете. Из 30 самых богатых клубов мира 11 английские. Это больше, чем в любой другой стране. В Англии футбол – это не просто хобби. Это наследственная почти что религия. Ну так вот, страна с таким бэкграундом выигрывала чемпионат мира всего один раз. Ровно 60 лет назад, в 1966. На этот счет даже забавную кричалку придумали и в рекламе одной использовали. Two world wars and one world cup, England, England. Two world wars and one world cup, England all the way. Oh, you got it, my son. We're going to blow them away, eh? Two world wars. На тему этой боли у британцев даже есть песня, а точнее гимн. В 1996 году вышла песня Three Lions с фразой, которую вы точно слышали. It's coming home, football's coming home. То есть футбол возвращается домой. Смысл в этом был двойной. Домой, во-первых, потому что Англия принимала чемпионат Европы 1996 года. И второй смысл заключается в том, что, конечно, от Англии ожидалась победа. В песне есть строчка 30 years of hurt, 30 лет боли после победы 1966 года. Песню до сих пор поют перед каждым турниром с надеждой, самоиронией. Очень такая британская черта. Кстати, вчера Англия одержала победу над Норвегией и прошла в полуфинал чемпионата мира. Можно только представить, как вся Англия буквально сейчас замерла в предвкушении того самого футбольного возвращения домой. За кого будете болеть вы, напишите в комментариях. Ну давайте попытаемся понять, как футбол из игры низших классов стал настоящим социальным лифтом в обеспеченную жизнь для футболистов. В 1992 году произошло событие, которое изменило просто все. Топ-клубы создали премьер-лигу, отдельную лигу, которая забрала себе права на телетрансляции. Деньги потекли рекой. Сейчас премьер-лига – самая богатая футбольная лига мира. Манчестер Юнайтед, Арсенал, Челси – это международные бренды стоимостью в миллиарды. В 2003 году Абрамович купил Челси. Это открыло целую эпоху. Клубы рабочих районов стали игрушками миллиардеров. Американцы купили Манчестер Юнайтед, Арсенал, Ливерпуль, а Саудовская Аравия купила Ньюкасл. Но так было не всегда. В конце 90-х центром футбола была Италия. Туда съезжались все звезды планеты. Все изменилось в пресловутом 2003 году с покупкой Челси Абрамовичем. Он начал вливать в него деньги без ограничений. Клуб очень быстро взлетел, и остальные были вынуждены тоже тратить, чтобы не отставать. И так началась денежная гонка, которая не закончилась до сих пор. Дальше сработал просто такой механизм снежного кома. Чем больше звезд играет в команде, тем интереснее смотреть. Чем интереснее смотреть, тем дороже телеправа. А эти деньги снова вкладывают в клубы. И так по кругу.
Сегодня одна только английская премьер-лига зарабатывает на телевидении больше, чем немецкая, испанская и итальянская вместе взятые. Причем деньги внутри английской премьер-лиги делятся так, что даже самый последний клуб будет богаче, чем какие-нибудь звездные из Германии или Испании. Именно поэтому, допустим, какой-нибудь скромный Брайтон может спокойно себе позволить купить звезду из Милана. И лет 20 назад такое было просто немыслимо себе представить. И еще один важный момент – то, как здесь показывают футбол. Английский продакшн – это отдельное искусство. Атмосфера трибун, история вековых противостояний. Каждый матч подан здесь просто как большой финал. Британия продает не просто игру, она продает эмоцию. Если вам нравится это видео, поставьте ему лайк и подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Вы поможете мне развиваться. Здесь каждое воскресенье выходит видео о парадоксах жизни в Великобритании и иммиграции. А еще у меня с партнером есть клуб путешествий и экскурсий по Великобритании. Ближайшая поездка будет в Маргейт. Мы также организуем частные экскурсии. Оставляю все ссылки в описании. Но есть и вторая, правда менее известная причина, почему футбол стал игрой богатых футболистов для богатых зрителей. В 70-х, 80-х годах 20 века английский футбол был известен на весь мир своим хулиганством. Это называли английской болезнью. Фанатские драки, погромы, стадион был буквально каким-то полем битвы. После трагедии на Хиллсборо в 1989 году, когда 97 болельщиков Ливерпуля погибли в давке, стоячие трибуны запретили. Все стадионы стали сидячими. Но стоит оговориться, что до сих пор за воротами располагается самая фанатская такая болельщическая зона, и там люди, конечно, до сих пор стоят во время матча. Все это звучит как забота о безопасности, но у этого был и побочный эффект. Билеты подорожали в разы. Стоячее место стоило копейки, сидячее уже совсем другие деньги. В 90-х рабочий мог ходить на каждый домашний матч. Сейчас средний билет премьер-лиги стоит 60-80 фунтов. Ну а сезонный абонемент, допустим, Арсенала вообще до 1768 фунтов в год. Корпоративные ложи вообще десятки тысяч. Так получилось, что игра рабочего класса стала недоступна рабочему классу. Вместо местных фанатов на трибунах сидят туристы и корпоративные клиенты. Кстати, про хулиганов. Меня в комментариях очень часто спрашивают про культурных английских болельщиков. На самом деле, эта хулиганская эпоха, в принципе, закончилась вместе со стоячими стадионами. Современный английский стадион — это, наверное, одно из самых безопасных мест вообще в стране. Там действуют очень строгие правила, пожизненный бан, например, за расизм или за драку. И, в принципе, на матчи могут ходить даже семьи с детьми. Агрессивный английский фанат — это скорее такой стереотип из 80-х. Хотя, конечно, после крупных поражений сборной лучше английскому фанату под руку не попадаться, даже на улице. Ну и говоря о футболе, нельзя не сказать про феномен английских стадионов, потому что это отдельное чудо. Например, Уэмбли. 90 тысяч мест. Это национальный стадион с гигантской аркой, которую очень часто можно увидеть из разных точек Лондона. Хорошо видно еще из самолета. Или, например, Олд Траффорд в Манчестере. Его называют театром мечты. Или Энфилд в Ливерпуле. Стадион, где перед каждым матчем 60 тысяч человек хором поют «You'll never walk alone». И от этого мурашки даже у тех, кто не болеет за футбол. Но один из самых современных – это стадион Тоттенхэма за 1 миллиард фунтов. Там есть выдвижное поле, под которым спрятано второе покрытие для матчей американского футбола, собственная пивоварня и самый длинный бар в Европе. И вот что интересно, на стадионах живет культура, которой не убили никакие деньги – кричалки. Каждый клуб имеет свои песни, свой фольклор. Тысячи людей хором поют про свой район, свою команду и троллят соперника. Это устная народная культура в чистом виде, как частушки, только про футбол. Некоторым кричалкам больше 100 лет, их передают от отца к сыну. Но знаете, что меня поразило больше всего? Не Уэмбли и не миллиардные стадионы, а то, как отчаянно в Британии болеют не за сильные популярные клубы, а за своих. В каком районе живешь, за тот клуб ты и болеешь. Где родился, там твоя команда на всю жизнь, без права передумать. Сменить клуб здесь – это просто как, наверное, предать семью. Именно поэтому здесь живы сотни маленьких клубов. 5-я лига, 6-я лига. Крошечный стадион на 2000 мест, зажатый между жилыми домами, так что окна чьей-то спальни выходят прямо на поле. И каждую субботу туда идут. Дед водил отца, отец водит сына. Клуб может вообще никогда ничего не выиграть, и это, в принципе, никакого значения для болельщиков не имеет. Они все равно будут болеть и поддерживать свою команду. И это и есть ответ, почему футбол здесь почти религия. Не из-за пресловутой богатой премьер-лиги, а потому что твой клуб – это твоя улица,
Твой паб, твои люди — это принадлежность и идентичность. Кстати, если вы смотрели сериал «Тед Лассо», вы, возможно, уже видели весь этот мир. Там, конечно, вымышленный клуб Ричмонд, маленький стадион, паб, где фанаты знают друг друга по именам, весь район, который живет судьбой команды. Так вот, это, в принципе, не выдумка сценаристов. Сериал снимали в реальном Ричмонде на юго-западе Лондона. Паб из сериала существует, он стоит прямо рядом с Ричмонд-Грин, и туда до сих пор, кстати, приходят фанаты сериала со всего мира. И я тоже там была. И самое смешное, что атмосфера в сериале почти не приукрашена. Хоть клуб и вымышленный, настроение от того, как болеют за местные клубы, передано очень хорошо. Но есть место, где старый футбол еще жив для всех, и это паб. Когда рабочий класс больше не может себе позволить билет на стадион, он идет смотреть матч в паб. И выглядит это на самом деле довольно комфортно, потому что там обычно есть большой экран, пинта знакомого вкусного английского эля, соседи, незнакомцы, которые болеют, возможно, тоже за твою же команду и становятся на время матча буквально братьями. Вот почему правительство продлило работу пабов перед матчем Мексика против Англии. Потому что паб, на самом деле, выполняет вовсе не функцию бара, как может показаться. Это место, где Британия чувствует, что футбол все еще принадлежит ей. Не миллиардерам, не телекомпаниям, которые зарабатывают на этом огромные деньги, а людям, обычным британцам. Мой муж, который, кстати, помогал делать этот выпуск, спасибо ему, он именно такой фанат. Он болеет за Челси, и иногда он болеет так, что я вообще не понимаю, насколько он находится в реальности. Ощущение есть, что он этот матч просто проживает. Я думаю, что это как раз ответ на вопрос, что значит футбол для Великобритании. Но почему при таких вводных у Англии всего одна победа на чемпионатах мира за всю историю? Причина первая. Деньги премьер-лиги привлекли лучших игроков планеты. Французы, бразильцы, испанцы. Молодым англичанам просто не хватало игрового времени. Они сидели на скамейках собственных клубов, пока играли иностранные звезды. А в сборной должны играть именно англичане. Но потом Англия начала это исправлять. Ключевая реформа – внутренний финансовый регламент, который не дает клубам тратить намного больше, чем они зарабатывают. Из-за этого клубам стало выгодно развивать собственные академии и растить своих игроков, а не только покупать готовых звезд. В 2012-м открылся национальный центр Сент-Джордж's Парк, построенный по образцу испанской и немецкой системы, и это дало плоды. Поколение Гарри Кейна, Джуда Беллингема, Букайо Саки – это как раз продукт реформы. Кейн – лучший бомбардир в истории сборной. Беллингем – звезда Реал Мадрида, за которого заплатили больше 100 миллионов. Сборная стала стабильно доходить до полуфиналов и финалов, но выиграть пока не может. И причина – это просто чудовищное давление. В Англии действительно футбол – это национальная религия. На каждом турнире возникает эта надежда на coming home. А каждое поражение воспринимается как трагедия, которая потом неделями мусолят газеты. И, конечно, такое давление ломает даже самых сильных игроков. Самый страшный пример, пожалуй, это Дэвид Бекхэм. На чемпионате мира 1998 года в матче против Аргентины он получает красную карточку. Он отмахивается ногой в ответ на провокацию. В результате Англия остается в десятером и вылетает по серии пенальти. И тут началось. Вся страна назначила 23-летнего парня виновным. Газета Daily Mirror вышла с заголовком на всю полосу: 10 героических львов и 1 тупой мальчишка. Чучело Бекхэма повесили у паба в Лондоне. Ему приходили даже угрозы. Весь следующий сезон его освистывали на каждом стадионе страны. Позже жена рассказывала, что тогда он был буквально в клинической депрессии. Вот что такое футбольное давление и завышенные ожидания в Британии. Это не спорт, это национальный невроз длиной в 60 лет. Кстати, у той истории финал хороший. Бекхэм вернулся, и мы все это знаем, стал капитаном сборной и одним из самых главных символов английского футбола в истории. Я выросла в России, в стране, где футбол тоже очень любят, но все-таки немножко по-другому. Здесь, в Англии, футбол — это намного больше, чем спорт. Это и идентичность, и классовая принадлежность, и вообще нечто, что объединяет страну на таком культурном уровне. Что-то, что больше, чем, например, политические разногласия. Когда я сижу в пабе, я часто смотрю не на экран, а на людей и наблюдаю за тем, как они болеют. В этот момент я понимаю, что я смотрю как раз на настоящую Британию, на то, какой она была когда-то и какой пытается сейчас остаться. Игра рабочего класса теперь принадлежит миллиардерам, но в пабе в час ночи она все еще принадлежит людям. До новых видео. Пока.